Всем привет! Вы на канале Кэт Рукодельница. Есть у меня на канале вот такой вот узор спицами. Называется он елочка или паркет. И когда вышло это видео, поступило много просьб о том, чтобы я показала, как выполняется в таком узоре убавление и прибавление. Узор очень красивый, он плотный, подойдет для вязания пальто, теплых кардиганов. Вот здесь я провязала пару рядов нитью контрастного цвета, чтобы подчеркнуть, что узор похож вот на такие елочки или колоски. Узор односторонний. То есть изнаночная сторона выглядит вот так. Убавление в таком узоре на самом деле делается очень просто. Я сейчас маленько напомню, как вяжется такой узор. А ссылка на мастер-класс подробный по вязанию такого узора я оставлю в описании к видео. Смотрите, кромочную мы сняли, и все петли провязываются парами. То есть я беру 2 петли, так вяжется лицевой ряд, провязываю их 2 вместе, а спускаю при этом только одну петельку, то есть вторая остается на спице. И дальше опять беру 2 петли, их провязываю, спускаю только одну. То есть так вяжется весь ряд до конца. Посмотрите, если вы хотите выполнить убавление в данном узоре, то вы также провязываете 2 петельки вместе и снимаете тогда с левой спицы не одну петельку, а сразу обе и спускаете. И таким образом происходит убавление. То есть, а дальше опять продолжаем вязать по узору. То есть 2 петли связали вместе, одну спустили, 2 петли вместе связали, одну спустили. То есть таким образом мы выполняем убавление. Выглядит оно очень аккуратно. Сейчас выполним еще раз убавление. Вот 2 петли я провязываю и обе их спускаю со спиц. Можно сразу же взять и второе убавление сделать. То есть опять я 2 петли провязала вместе и вместе их со спицы и спустила. И дальше продолжаем вязать наш узор как обычно. Сейчас я провяжу несколько рядов после этих убавлений, чтобы вы посмотрели, как они будут выглядеть в вязаном полотне. Вот посмотрите, после убавочек я провязала несколько рядов. Вот у нас ряд с убавочками, их практически незаметно. Вот эти еще более-менее так можно разглядеть, вот где мы сделали с вами 2 убавочки подряд. Они выглядят очень аккуратно в этом узоре. Давайте теперь попробуем сделать прибавление. Сейчас провяжем сначала несколько петель. И смотрите, как мы выполняем прибавление. Здесь вот есть такое отверстие, я ввожу туда спицу, вытаскиваю петлю. И дальше продолжаю вязать узор как обычно. Сейчас выполним еще одну прибавочку, то есть я провязала петлю как обычно, одну спустила со спицы и ввожу спицу вот сюда, вот в отверстие, под ниточку вот эту. И вытянула рабочую нить и продолжаю вязать по рисунку. В изнаночном ряду эту петлю провязываем как обычно по рисунку. Давайте я сейчас довяжу ряд до конца и покажу вам вязание изнаночного ряда. Давайте для наглядности в конце ряда я выполню еще одно прибавление под ниточку, вот так вовнутрь петли, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее и вяжу как обычно. Давайте еще выполним убавление одно, чтобы тоже я вам покажу, как провязывается все в изнаночном ряду. То есть убавление выполняю и скидываю обе петли сразу же. И дальше вяжу как обычно. И кромочная петля. Разворачиваем вязание. И изнаночный ряд мы также вяжем по 2 петельки вместе, только изнаночные. То есть 2 петли провязала изнаночной и также спустила только одну петлю. И дальше продолжаем вязать. Вот здесь вот у нас убавлена петля.
Но это на вязание ряда никак не влияет. То есть провязываем все петельки одинаково, несмотря на наличие убавлений или прибавлений. Сейчас я также провяжу несколько рядов, чтобы вы посмотрели, как выглядит прибавление в самом вязаном полотне. Я провязала после прибавлений несколько рядов, и вот посмотрите, как выглядят наши прибавления. Вот видите, вот эта вот ниточка, она как бы чуть длиннее. Вот оно прибавление, вот прибавление. Фактически незаметно. Вот мы еще с вами в конце ряда этого делали прибавление. То есть вот она, эта ниточка, которая выглядит вот чуть длиннее остальных. На этом у меня все. Надеюсь, этот видеоурок был для вас полезен. Если так, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Оставляйте комментарии. На этом у меня все. Всем пока-пока.